Друзья, всем огромный привет! Рад видеть вас на канале Просто Хайп. Совсем недавно я выпустил очень интересное сравнение Poco X3 против iPhone 12 Pro Max. И основной идеей того видоса было понять, действительно ли такая большая разница в технологиях, как в ценовой политике. Если вам интересны выводы по этому видосу, сейчас где-нибудь ссылку вверху оставлю. Ну а сегодня, друзья, у нас сравнение Redmi Note 10 Pro против того же iPhone 12 Pro Max. И скажу вам честно, новинка от компании Xiaomi уже завоевала любовь по всему миру. Ее разрывают просто, какими-то невероятными количествами. Поэтому я уверен, что это видео будет максимально хайповое. Ну а перед просмотром данного сравнения я вас хочу попросить о двух пунктов. Первый пункт — это то, что напишите, какой у вас сейчас смартфон и какой смартфон вы хотели бы в будущем приобрести. И второй пункт, друзья, это то, что на канале Просто Хайп совсем скоро будет 1000 подписчиков. И именно ты, дорогой друг, можешь мне в этом помочь. Поэтому лайк авансом и оформи подписку. Ну а теперь включаю заставку. По сравнению с Poco X3, дизайн которого весьма спорный для многих, Redmi Note 10 Pro обладает более дорогими материалами в виде стекла и пластика и по-настоящему симпатичным дизайном. iPhone, в свою очередь, имеет супер мощное сочетание стали и тоже стекла. Если поставить лицом к лицу смартфоны, то Apple будет смотреться более стильно, но менее технологично, так как вырез под фронталку у Redmi еле заметен. По комплектации Apple обнищал максимально. Кроме смартфона и лайтнинга больше ничего вы не найдете. У Redmi, как всегда, все в порядке. С коробки защитная пленка на экране, чехол, быстрая зарядка на 33 Вт и кабель Type-C. Вот на этом моменте все же остановлюсь и скажу, что Apple зажрались. Я считаю, что хотя бы базовый зарядный блочок можно было кинуть в комплект. Уже молчу за быструю зарядку. Ну вы напишите свое мнение, меня одного это бесит или все же есть здравые люди в этом мире. Что-то мне подсказывает, что вся ваша линейка хуйня из-под коня. Xiaomi раскошелилась и поставила чумовой экран 6,67 дюйма AMOLED с частотой обновления изображения 120 Гц. iPhone же в свою очередь может похвастаться чуть более ярким экраном и чуть большим разрешением. На этом все. Это позор. Все давно ждут хотя бы 90 Гц, поэтому iPhone 13, я надеюсь, все исправит. Ну стыдно, что бюджетники уже обходят флагманы Apple по экрану. По начинке у Redmi Note 10 Pro 6 ГБ оперативки и 64 ГБ постоянной памяти в базе. За производительность отвечает проверенный процессор 732G Dragon. У iPhone тоже 6 ГБ оперативки, но в базе 128 ГБ постоянной памяти и мощнейший проц Bionic A14. Результаты тестов в Antutu сейчас будут перед вами. Хочу только добавить, что производительности 732 дракона хватает за глаза. Даже в игры можно покатать на средних настройках. Он тянет все на ура. Конечно, я понимаю, что iPhone намного мощнее, но я не видел, честно говоря, ни одного человека, чтобы он задействовал весь ресурс своего смартфона. iPhone 12 Pro Max покупают в основном либо для понтов, либо для качественной фото и видеосъемки, к которой мы плавно переходим. У 12 Pro Max все модули по 12 мегапикселей. Видео может записывать в 4К качестве 60 кадров в секунду основной модуль, и фронталка тоже может 4К качество выдавать, но уже в 30 кадров в секунду. Redmi Note 10 Pro получил суперский основной модуль на 108 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей и стыдные никому не нужные датчики на 5 мегапикселей и 2 соответственно. Основной модуль у Redmi видео может записывать в 4К 30 кадров в секунду, и фронталка на 16 мегапикселей пишет видео 1080 в 30 кадров. Примеры фото сейчас будут перед вами. Несмотря на то, что по цифрам объем аккумулятора проигрывает iPhone, автономность плюс-минус идентичная будет у смартфонов. 5020 мАч у Redmi против 3687 мАч у Apple.
С 0 до 100% Redmi заряжается за час 15, а iPhone даже с быстрой зарядкой будет примерно час 30 заряжаться. Совсем недавно Redmi Note 10 Pro разрывали на Али чуть больше $200. Сейчас акции закончились и цена крутится в районе $250-270. За чудо от купертиновцев нужно отлистать почти $1200 и переходим плавно к выводам. У каждого свои критерии выбора смартфона, и я никого не осуждаю за то, что многие тратят больше косаря баксов на гаджет. Но если глобально посмотреть, то по многим параметрам Redmi Note 10 Pro не уступает iPhone 12 Pro Max. Я имею в виду комплектацию, автономность, экран. Камера днем снимает очень достойные снимки, есть стереодинамики, NFC, и все это стоит очень вменяемых денег. Что еще нужно для счастья? Ваши выводы по гаджетам и по обзору прочту в комментах. Если вы хотите поддержать канал, достаточно поставить лайк данному видео и подписаться. Всем здоровья, будьте всегда на хайпе и до встречи в новых видео. Пока-пока.